Сегодня поговорим о цветах на 2025 год по версии института World Global Style Network Color. И, конечно же, я приведу примеры их использования. Привет, я Маша, это канал о моде, одежде, обо мне и моем творчестве. Прошу поддержать это видео лайком, а лучше подписаться, чтобы не упускать следующие мои видео. Существуют институты по изучению цвета, помимо Pantone и YGCN, если сокращенное название этого института, также анализируют тренды на цвета, и они также анонсируют некоторое количество цветов. Конечно же, их намного меньше, чем прогнозирует нам, например, Институт цвета Pantone, но, на мой взгляд, они более точные при, например, использовании в плане одежды, интерьера, вообще в плане дизайна. Мне кажется, они примерно с такой же частотой встречаются, как, например, цвета у Pantone. Просто у Pantone достаточно большая такая палитра, они анонсируют приличную палитру цвета, а вот этот институт YGCN, если я его неправильно произношу, простите, мне кажется, он так произносится в сокращенном виде, но он анонсирует намного меньше цветов, но они как-то более точечные в плане проявления там в дизайне чего-либо, на мой взгляд. Я буду анализировать цвета на грядущий сезон 2025 года, и сам институт пишет о них следующее. Цвета этого сезона отражают значительный сдвиг в сторону стратегического воображения, где инновационные идеи будут иметь решающее значение для решения проблем, возникающих из-за продолжающего периода потрясений, нестабильности и неопределенности. Всего анонсировано 5 цветов на грядущий сезон, и мы разберем каждый по отдельности. Первый оттенок, который мы разберем, это оттенок Future Dark. Кажется, так произносится, но я не сильно уверена. На сайте на нем написано следующее. Тон с настроением таинственности и эскапизма между синим и фиолетовым, который предлагает сюрреалистические и футуристические качества. Сюрреалистические и потусторонние качества данного оттенка соответствуют влиянию второй космической эры, придавая ему небесную привлекательность. На мой взгляд, оттенок достаточно красивый. Это темно-синий с подтоном фиолетового цвета. Очень интересный оттенок, и в плане коллекции он, конечно, частенько можно его встретить. Также данный оттенок перекликается с оттенком, который есть, например, у анонсов Pantone. Следующий оттенок – трансцендентный розовый. Заземляющий и уравновешивающий тон, который скорее серовато-нейтрально, как розовый. Этот цвет часто встречается в метавселенной, выражает стабильность и спокойствие, как универсальный цвет, который может охватывать пол, демографические группы и времена года. Он также будет коммерчески надежным. Данный оттенок достаточно нейтральный. Его я встретила в прямом проявлении у Armani, но также при анализе коллекции многие бегали вокруг этого оттенка. Это также разные вариации светло-бежевого, светло-розового, но не совсем этот оттенок. Но оттенок достаточно красивый, я думаю, он будет достаточно успешен. Следующий оттенок – это смесь аквамаринового и светло какого-то бирюзового, что-то между этим. Цвет, который сочетает в себе искусственное и с естественным, он имеет синтетическое качество, представляя фантастические цифровые миры, но также отражает таинственный мир природы. На него также повлияло растущее внимание к биосинтетическим потокам, где биопроизводство и выращенные в лабораторных условиях материалы используются как более ресурсоэффективная альтернатива натуральным материалам. Данный оттенок похож на оттенок, который нам представил Pantone. Я всегда буду данные оттенки сравнивать с Pantone, потому что это институты цветов, и интересно, как они между собой там кооперируются ли они или нет. Но все-таки у Pantone есть похожий оттенок, он не часто встречается в коллекции, но, например, этот оттенок, его можно встретить в коллекциях, но он тоже между где-то около, но более проявлен, чем оттенок Pantone, похожий именно этот оттенок. У Pantone там больше аквамариновый, тут он больше бирюзу.
этот оттенок, и он чаще встречается, чем аквамариновый от Pantone. Следующий оттенок – это оттенок такой больше к насыщенному кораллово-розовому какому-то оттенку. Цвет полной энергии, который символизирует чувство радости и наслаждения радостными жизни. Его уровень насыщенности также придает ему захватывающие качества, которые содействуют достоинству замедления как формы заботы о себе и принятия безделья, на которые традиционно смотрели свысока, как противоядие от нашей одержимости производительностью. Данный оттенок я мало встречала в коллекциях, но оттенок достаточно сложный в плане использования при проектировании коллекции, поэтому, думаю, из этого исходили дизайнеры. Он специфичный, он с таким теплым подтоном, скажем так, не могу понять, какого цвета, но это вот вообще коралловый не так-то легко использовать в плане коллекции, потому что он вообще не подходит, например, славянского типа внешности девушкам. Мы же для России все-таки рассматриваем в большей степени. То есть, и в принципе, если и в Европе смотреть, и в США, этот оттенок сложно использовать, но он не идет вот со светлым типом кожи никаким образом вообще. Ну, не подходит этот оттенок, ну, не знаю. Вот. Думаю, с этим из-за того, что его сложно использовать, и вообще, мне кажется, мало продающий такой цвет в плане одежды. Может, в плане интерьера или как-то бы его и могли использовать. Следующий оттенок – это оттенок желтого, такого ближе к цыплячьему, насыщенному желтому. Похожий оттенок был у Pantone, но на сайте о нем пишут следующее. Это теплый и привлекательный цвет, вдохновленный проектом по выращиванию подсолнечника, который защищает биоразнообразие. Этот цвет изначально оптимистичен и благотворен, что соответствует растущему вниманию к более радикально продуманным подходам к устройству развития, где окружающая среда рассматривается как клиент в дизайне и производстве, а природа рассматривается как член совета директоров в бизнесе. То есть, в принципе, это один такой из природных цветов. Его можно частенько было встретить в коллекциях, похожий оттенок, в принципе, и такой оттенок, как вкрапление в коллекции, то есть он не повсеместный, все-таки преимущественно был другой желтый цвет, оттенок желтого цвета в коллекциях, нежели вот этот. Но его тоже можно достаточно часто было встретить. На этом все. Спасибо, что были со мной. Мне было интересно, действительно ли кто-то знал о таком стиле цвета или нет.